So, good morning, everybody. It's a great pleasure and honor for me again. Today, we are going to, this is a promo webinar on related with the Agni Shrotas program. It's a program, the Agni Shrotas is an extensive, elaborative subject in which myself and Devi discussing about different details of types of ama, it is symptoms, how these things will happen, and how to get out of the ama like that. Всем здравствуйте, доброе утро, добрый день. Рад вас приветствовать на нашей вебинарной площадке, вновь с большим удовольствием. У нас сегодня промо-вебинар, посвященный старту скорому курса Агни Шротас. Достаточно глубокий, детальный курс, да и в целом, если говорить о теме Агни, Шротас, я и доктор Деви детально обсуждаем эти концепции. Мы говорим о разных типах амы, о симптоматике накопленной и проявленной амы, о том, как аму выводить из организма. How much important in every condition to know dosha is because the doshic understanding will help us to identify the right drug in right situation. Similar way, if you are able to know in deep about Agni Shrotas, you have a very clear picture about the pathogenesis happening in any given disease. Мы все прекрасно знаем, как важно знать концепцию дош в каждом состоянии здоровья. Именно эти знания помогают нам идентифицировать проблему и назначить корректную терапию при любой ситуации. То же самое касается концепции Агни Шротас. Именно эти три составляющие открывают нам еще более детальную картину любого патогенеза. Because in almost all the diseases, when the pathogenesis goes inside the dhatu related with the doshas, there will be always some involvement of Agni disturbances, some ama accumulations, then some Shrotas problems. Hence, if we doesn't have a clear picture of all these three, our treatment will not be successful. Our treatment can get delayed. Sometimes our treatment can be not respond well as we expected. Практически в любом заболевании наряду с патогенезом дхату и доши принимают роли и эти три составляющие. Так или иначе будут нарушения агни, так или иначе будет накапливаться ама в организме, будут проблемы с чистотой шротас. Соответственно, если перед нами не будет ясной и четкой клинической картины этих трех составляющих, тогда и лечение может быть безуспешным, либо медленным, либо не отвечать в целом на назначенную терапию в той мере, в которой мы ожидали. So I welcome all the participants to this Agni Shrotas learning platform. And today I would like to discuss some of the important points related with this. Поэтому я хотела бы пригласить всех участников сегодняшнего вебинара на курс, посвященный именно этим трем важным объектам нашего разговора Агни Шротас. А сегодня я бы также хотел обсудить несколько пунктов касаемо этих важных составляющих. First of all, the word Shrotas is often people relate to a structural entity, and many times it's not necessary to be. Итак, говоря о Шротас, очень часто многие хотят провести некую корреляцию между Шротас и некой структурной единицей, но это не обязательно так.
Even while teaching Shrotas, people will draw like a pipe so that we have an imagination that, okay, Shrotas means something which is like a pipe which carrying things. Даже во время обучения я наблюдал, как студенты многие, когда мы обсуждаем Шротас, рисуют нечто похожее на трубки, ответвления различные, трубы, то есть что-то, в чем можно транспортировать субстанции. But it can be a membrane in between and things are moving here and there also can be a Shrotas. What kind of membrane? A membrane and one side materials will going to other side, just exchanging things happen. Но также Шротас можно соотнести с некой мембраной, которая отделяет некие структурные тоже элементы, при этом которые циркулируют постоянно сквозь эту мембрану. For example, in current science, we have calcium channels, sodium, potassium exchanges. These are all like Shrotas, but they are not like a vessel, like a blood vessel, like artery, vein. They are different. Например, с точки зрения современной науки есть определенные каналы, которые транспортируют кальций или натриево-магниевый обмен, метаболизм. Их тоже, эти элементы структурные, можно считать некими каналами в целом, нарисовать себе в голове. Но это не обязательно, опять же, так. So when we say a Shrotas, we are more focusing on its functions, how it behaves in different situations, and how the person experiences himself if it is get damaged or disturbed. Соответственно, когда речь заходит о Шротас, наш спектр внимания должен концентрироваться больше на функционале этой единицы, то есть как себя ведут Шротас в определенной ситуации и как себя ощущает при этом человек или пациент, если они неким образом повреждаются. So if you are expecting a Shrotas to be seen in a cadaver or during dissection, may be difficult because Ayurvedic understanding of even the anatomy is slightly different from the conventional biological science. Если вы ожидаете визуализировать Шротас при анатомическом вскрытии, то, пожалуйста, не ожидайте этого. Вы не увидите ровным счетом ничего, поскольку аюрведический анатомический подход, безусловно, отличается от современного медицинского диссекционного. Ayurvedic anatomy is more embryogenic. That means start from the embryo and it progresses, it expands, and it is something like an evolutionary expansion. Аюрведический подход к анатомии, он больше эмбриологический, то есть начиная с зачатков, далее он расширяется, прогрессирует и является некой больше эволюционной единицей. Whereas in the conventional bioscience, we study anatomy in a cadaveric way. So in a dead body, we see organs, we split into systems from organs and cells like that. В сравнении с современной бионаукой, где анатомический подход включает процесс вскрытия, диссекции, когда мы разбираем тело на органы, системы, отдельные клетки. Another challenge we have is that when you read classical Ayurvedic books, you will get the words like Sira, Dhamani, Shrotas, Nadi. Something many times it looks like synonyms. Еще одна сложность в понимании или восприятии Шротас, это изучая классические аюрведические тексты, вы сталкиваетесь с такими терминами, как Шира, Дхамани, Шротас, Нади. И порой может показаться, что все они синонимичны. Just like in a cadaveric anatomy, we have artery, which carries the pure blood from the heart. We have veins, we have channels, nerves. There are many things. Similar way, but based on the functions, Ayurveda named
these type of terms. То же самое касается современной бионауки. Есть определения, есть следующие термины: вены, артерии. Артерии – это те каналы, которые несут чистую кровь из сердца, нервы. И вот, собственно, если проложить некую параллель, в аюрведе те же самые термины используются, но в зависимости от их функционала. So if you try to correlate, like sira means vein, thamani means artery, if you try to correlate like this, sometime you may have a contradictions or it may create a confusion or dilemma too. Соответственно, при проведении прямой параллели между аюрведическими и современными медицинскими терминами, например, что сира – это вена, дхамани – это артерия и так далее, может возникнуть целый ряд сложностей, путаниц и дилемм. So what I want to say is that when we try to study a Shrotas, we should get an idea what they want, what acharyas or the great sages want to say. То есть, что бы я хотел тем самым сказать? Изучая Шротас, важно уловить ту идею, тот смысл, который в данный термин вкладывали ачарья. And when we go through the classical books, we can get so many names of the Shrotas. Погружаясь в изучение классических текстов, есть огромное количество наименований Шротас. At least they mentioned 13 types of Shrotas. По крайней мере, их 13. The first is prana udaka anna, that is the air, water, and food related with Shrotas. Первые три – прана, удака и анна – это каналы, которые транспортируют воздух, воду или жидкость и пищу. Then we have 7 Shrotas for 7 dhatus. 7 шротас под 7 дхату. Then we have 3 mala, we have 3 Shrotas. У нас есть 3 мала разновидности, соответственно, 3 мала шротас. And there is also a vague description of stanya Shrotas, that is the channels for breast milk. Еще широкое описание других шротас, например, станья шротас. Это шротас, который транспортирует грудное молоко. Also a Shrotas for artava, that is the Shrotas for menstruation. Артова шротас – это шротас, которая задействована в менструальном цикле. Then there is also some vague description about Manovaha Shrotas, that is the Shrotas carrying manas. И еще есть описание манаваха шротас. Это шротас, который транспортирует манас, или которые связаны с манасом. Again, this is also very complicated because manas, that is the mind, is there everywhere. So that means having a channel for mind is a bit confusing. И вновь может возникнуть путаница и сложность, ведь мы знаем, что манас или ум, он присутствует повсюду, по всему телу. Соответственно, значит и шротасы для манаса по всему телу распространены. Then there are some books says there is also Shrotas for dosha. Есть и те тексты, которые утверждают, что существует и доша шротас. But many acharyas have different opinion in this. Но разные ачарьи, естественно, представляют разное мнение насчет этого. Another aspect of the Shrotas is there are 2 categories of Shrotas. One is Thula, that is a macro size, and we have very micro size Sukshma. Еще категоризация шротас включает их размер или объем. Стхула шротас – это макрошротасы, то есть достаточно широкие, объемные. И сукшма шротас в противовес – это микроскопические, тончайшие каналы. And this is also very interesting, just like our GI pipe, the gastrointestinal tract from mouth to rectum. We can consider this is a very sthula Shrotas, that is a very big Shrotas.
Очень интересно провести параллель, опять же, с современной анатомией, например, соединение ротовой полости и анального отверстия. Вот это пример большого шротаса, макрошротаса. If we go deep into the lung, there are the fundamental unit of lung called alveoli, and there is a gaseous exchange happening. Carbon dioxide and oxygen exchange is happening. There is also Shrotas, which we can consider as Sukshma Shrotas. А говоря о сукшма-шротас, например, углубляясь в легкие, в альвеолы, где происходит газообмен, там тоже есть тончайшие каналы, которые соединяют альвеолы. Это вот как раз-таки пример микрошротас. Some book says that we have 9 openings, 9 Shrotas, 2 ears, 2 nose, mouth, eyes, like that. 9 openings. Некоторые тексты также утверждают, что 9 физиологических отверстий, там, глаза, уши, рот, ноздри, это тоже шротас. Some statement says that the whole body itself is a Shrotas. В каких-то текстах есть утверждение о том, что вообще все тело – это один большой шротас. And there is also statement that the whole world itself is a Shrotas. А также упоминается о том, что да и вообще весь мир – это некая комбинация шротас. At this level, it says that it is the place, the space where transformation happens. Если смотреть на этом уровне, то шротас – это некое пространство, где осуществляется процесс трансформации. So today I will take some important 5 things because there is a lot of elaboration is going to be heard in Agni Shrotas lessons. So I want to highlight some 5 things that can be best to balance the Shrotas. Сегодня мы говорим о 5 лучших методах для очистки или поддержания в чистоте открытости шротас. Огромный пласт информации, конечно же, представлен в контенте самого курса непосредственно. И сегодня мы пройдемся кратко по важным моментам. So the first one is fasting or upavasa. Итак, первое, что полезно для шротас. Голодание или упаваса. We all know very well that fasting can be a wonderful source for detoxifying or cleansing our system. Мы все прекрасно знаем, что именно голодание помогает очистить нашу систему. Second is a therapy called Udvartana or also Dhanyamla Dhara, where whole body is poured with Dhanyamla. So here we are using drugs to ignite Agni and clean Shrotas. Следующая терапевтическая мера – это процедура Удвартана или Дханьямла-дхара, когда все тело проливается Дханьямла. Здесь как раз-таки при помощи терапевтических средств мы разжигаем Агни, тем самым очищая, раскрывая шротас. Then we have Svedana types like a steam bath using the fire with the heat and steam. We can also make our channels clean. Как еще можно очистить каналы? При помощи сведана или принятия ванны, то есть используя некие наружные методы нагревания, пропотевания. With the help of oils also, we can do Svedana and we can do Srotorodha. При помощи масел мы также можем очищать шротас, то есть проводить шрота-шодхана. And lastly, but it's most importantly, most of the Panchakarmas has the strong capacity to do Srotorodha. И, наконец, напоследок, но, наверное, один из самых важных способов
очистки Шротас. Это процедуры панчакармы, которые достаточно сильные и эффективны в плане очистки Шротас. So we'll see one by one and we'll try to understand how things are. И давайте рассмотрим каждый способ по порядку. These days, fasting become a big fashion after the Nobel Prize award for autophagy. Мгм. В современности, на самом деле, голодание стало трендом, особенно после Нобелевской награды в области аутофагии. People started speaking a lot about intermittent fasting, water fasting, many types of fasting. Мгм. Все стали с большим интересом относиться к голоданию, к его разновидностям, периодическое голодание, либо голодание с водой, на воде. It is very true that the cheapest method for making process clean is none other than the fasting. И это правда. Самый простой и, наверное, самый дешевый, доступный способ очистки Шротас– это голодание. You don't need to spend any amount of money. You don't need to. You don't need any money. Rather, you save money also if you do fasting. Вам не нужно никаких дополнительных материальных средств затрачивать на эту процедуру. Скорее, вы экономите даже. For example, a person start eating only 2 meals a day, so he save 1 meal money every day. Например, отказ от одного приема пищи в день– это уже способ сэкономить на одном приеме пищи. And probably this fasting could be the one of the oldest. One of the oldest technique you can see in almost all the religions. Голодание– это одна из древних техник, которая присутствует практически в каждой религии. For the Christian religion, they have different type of fastings before Christmas, before Easter. У христиан это различные посты, которые держатся перед различными праздниками, перед католическими, православными праздниками. In Muslims, 1 month before Ramzan, they have full 1 month is complete full day fasting. У мусульман за месяц до главного праздника есть традиция в религии целый день полного голодания. For Hindu religion, there is also the in the moon house 11th day, that is called Ekadashi, or when we have Shashti, different days according to the moon, people will take fasting. В индуизме тоже, отталкиваясь от лунного цикла, есть голодание, то есть лунный цикл Экадаши или Шашти, он еще зовется, 9-дневный. Fundamentally, what are we trying to do during the fasting is we are allowing the Agni to function at best so that Agni can become increased or become more stable. Если смотреть глубинно, то что нам помогает, с чем нам помогает голодание? Мы позволяем во время голодания нашему Агни функционировать в своей лучшей стадии, тем самым мы стабилизируем его работу. The Agni inside the gut or the koshta get enough rest because there is an absence of food.
So it allows the Agni to perform, slowly perform, and become more stable. То есть внутри кишечника, в кошта, Агни отдыхает в момент голодания, поскольку отсутствует пища, на которую надо затрачивать энергии и силы для переваривания. И тем самым мы стабилизируем его. During that rest period, Agni will try to burn ama, which is one of the precursor, one of the material that often travels in the Shrotas and get clogged. Во время этого отдыха Агни будет также пытаться сжечь и вывести аму, именно то, что чаще всего является причиной закупорки Шротас. Hence, Agni reduces this ama. This indirectly helps the Shrotas to get clean or to get disturbed less. И поскольку Агни справляется с амой, таким образом, как бы не напрямую, но тем не менее, при помощи голодания мы очищаем Шротас. This influence will not only reflect in the Koshtagni, it also further reflects into Dhatu-Agni. Эта процедура не только отразится на состоянии кошта Агни, но и на Дхату Агни в том числе. So the ama resides in the Dhatu, or ama that is attached in the Dhatu carrying Shrotas, also get disintegrated or burned in time to time. Соответственно, ама, которая проникла в Дхату или которая налипла на Дхату Шротас, тоже сжигается. So simple usage of ginger water or simple usage of panchakola water is a wonderful method traditionally used during this type of time. Можно в период голодания использовать имбирную воду или воду с панчаколой, что традиционно применяется именно в период терапевтического голодания. Depends upon the climatological situation, you can change the ingredient. It may be ginger may be good in certain seasons, whereas when it becomes too much of pitta situation, then you may think about khadira, asana, like herbs, which is more pitta reducing. At the same time, increases agni drugs too. В зависимости от климатических условий ингредиенты для приготовления такой терапевтической воды будут меняться. Если имбирь не подходит, если есть слишком много питы, например, то тогда можно использовать вместо имбиря кхадира или асана, которые снижают питу, но при этом стабилизируют, усиливают агни. Even this later influences the mala, so that the mutra, the urine or the fecal matter become better and well eliminated. И в конце концов голодание влияет также и на мало, то есть и мутра, моча, и дефекация, процесс дефекации улучшается и, соответственно, налаживается. Ayurvedic approach to fasting is quite different from the conventional approach by nutritionist or by naturopathist, because Ayurveda look things from a different point of view. Аюрведический подход к голоданию отличается от современного, от того, который предлагают нутрициологи или натуропаты. Ayurveda called fasting as langhana. That means that it creates lightness in the body.
Аюрведа зовет голодание лангхана процедурой, то есть то, что индуцирует легкость в организме. Some people may fast only with water, some may be taking some juice, or some may be taking fruits. There are different options, again based on the doshic status and which conditions we are handling upon. Кто-то голодает на воде, на соках, на фруктах. Опций достаточно много, вновь все зависит от состояния дош. Again, the idea is that it gives enough rest to the body, it also gives enough rest to the mind, and it allows the body to heal by itself. Идея фундаментально заключается в том, чтобы дать и телу, и уму отдохнуть, и эта процедура позволяет нашему организму самоизлечиться. Nowadays, people attracted by fasting because of this Shrotas cleaning, but Ayurvedic understanding is little more deeper than the conventional bioscience. И, соответственно, многих в современности привлекает голодание как метод, допустим, тот же самый метод очистки Шротас, только аюрведический подход к терапевтическому голоданию, он намного глубже, нежели в современной бионауке. Suppose if you are using fasting as a technique to Srotorodha, you may end up with some challenges provided if you are not very keen about observing things. Если вы выбираете данную технику для очистки Шротас, то если невнимательно относиться к определенным сигналам организма, то можно столкнуться с проблемами. Primary challenge is that when you go for a fasting, there is an increase of vata and also reduction of kapha. Самая первая и главная проблема, наверное, когда углубляешься в голодание может увеличить вату и снижать капху. So the person who takes fasting become over talkative, he want to do many things, he have a wandering mind, also because of the reduction of kapha. Человек становится слишком болтливым, блуждающие мысли, повышается активность, все это из-за снижения капхи. So before you administering or advising a fasting to a person who is preparing for Srotorodha, make sure that you made a proper assessment of Prakriti, Sattva, Bala, etc. Соответственно, прежде чем назначать или рекомендовать голодание как способ шотханы, шрота-шотханы, важно оценить пракрити, саттву, балу пациента. Imagine, for example, I am treating a fasting a very vata person. So I have to be a little bit careful that I am not exciting vata too much. Например, если перед нами доминирующий вата-тип, нужно быть очень осторожными, назначая голодание, чтобы еще больше не побеспокоить вату. Make sure that his mental status are intact. That is, we call it a sattva, the mind status. Very important. Ментальный статус тоже очень важен. Он зовется саттва-бала. Overall physical strength should be good for receiving fasting. If the person is too old age, like 80 plus, and the person is having already many other health issues, that they may end up with some complications or challenges. So make sure that you know everything about the patient. То есть у пожилых пациентов важно с осторожностью назначать голодание. В целом должна быть выносливость достаточно для того, чтобы вытерпеть эту процедуру и не спровоцировать еще больше проблем со здоровьем.
Some may get shaking during fasting. Some may feel palpitation, feeling they are hearing the heart rate. Some may feel like excessive sweating or very fatigue, like that. И что может выступать или свидетельствовать о том, что начались какие-то побочные реакции? Появляется тремор, сердцебиение учащается, потоотделение увеличивается, слабость, апатия появляется. Another important aspect of this fasting is we have to reverse it back to normal diet slowly only. Еще очень важно правильно выходить из голодания и возвращаться к привычному режиму питания постепенно. The funny thing happens that people go for fasting like 7 days. They say, Doctor, I lost 4 kilos. But when you meet that person after 1 month, he say, I'm gained 5 kilos. Например, пациент себе выбрал голодание на протяжении 7 дней, потом при обращении к доктору вроде как хвалится, я с успехом, значит, сбросил 4 килограмма. Но потом, спустя месяц, мы встречаемся, и пациент набрал больше даже, набрал 5 против 4 сброшенных. People will say, Doctor, now my sugar level is very much controlled. My BP become normal after this fasting. You see, this is the report. But after 1 or month, 2 months, they will realize that it maybe went wrong. So, the reversal program after a certain fasting, how to get benefit is fine, but to keep that benefit continuously is a very important thing. Безусловно, на фоне голодания терапевтического многие отмечают улучшение уровня глюкозы, сахара в крови, артериальное давление налаживается. Однако спустя несколько месяцев эти показатели могут ухудшиться существенно. Соответственно, для того, чтобы удержать результат, нужно приложить, наверное, даже больше сил, чем нежели прийти к нему во время голодания. If we are not succeeded in slow reversal, then it gives only an instantaneous result, like some Srotorodha happens, but there will be further accumulation will be there. Если не придерживаться постепенного возвращения к привычному образу жизни, то весь результат от терапевтического голодания может быть утрачен очень быстро. То есть, да, безусловно, некий процент шрота-шодханы будет достигнут, однако дальше накопление токсинов продолжится или уже усилится. Like instead of ginger, you may use panchakola churna or ashtachurna, hinguvajadi churna. These are some of the medicines available. Those can ignite the Agni. И вот к вопросу о том, что можно использовать вместо имбиря, доктор ответил в общем чате, написал, это может быть панчакола чурна, ашта чурна, хингвачади чурна. Or trikatu churna. Трикату чурна. So these are all things we can use judicially, which helps Agni increases during the fasting. Однако важно использовать их рассудительно, обдуманно во время голодания. Another important therapy in Ayurveda is Udvartana. One therapy is called Udvartana, which is excellent in Shrotas cleaning.
Еще одна процедура аюрведическая, которая успешно помогает в очистке Шротас, это удвартана. This is a therapy where we make use of some dry powders of various herbs, which is body is given with a frictionless massage in the upward direction from leg to body, which is excellent in cleaning the Shrotas. Удвартана проводится, это порошковый массаж, используются порошки разных медицинских растений. Достаточно интенсивный массаж, он выполняется техникой снизу вверх, то есть от нижних конечностей наверх, и действительно помогает в очистке Шротас. Here you can use Triphala powder, or you may use Dashamula powder. These are all well known for Udvartana. В качестве порошков можно использовать трипхалу, дашамулу. And you can make use of this powder frictionless massage, which is fundamentally stimulate the skin to get penetrates, and it mobilizes doshas in the channels. Благодаря этому порошковому интенсивному массажу мы стимулируем кожные покровы, порошки проникают сквозь кожу, мобилизируя тем самым доши в каналах. That means that by this therapy you increases the speed in the channels and overcome the blockage because of its quality like sukshma, penetrating in nature. Мы таким массажем стимулируем или запускаем гуны движения в каналах и преодолеваем различные блокировки благодаря сукшма-качествам, проникающим качествам терапии. Especially the situations where you are expecting the ama is lodged in different shrotas, or the situations where you really want to clean up the channel by deep pressure and effort, then the Udvartana is the best choice. Когда ама налипает на шротас или когда необходимо интенсивно очистить каналы через вот такой способ достаточно интенсивный, удвартана в данном случае будет лучшим выбором. Instead of dry powder, if we use liquid like rice vinegar, or we have an ayurvedic product similar to like a rice vinegar called dhanyamla, so you pour all over the body, and by this also we can achieve Srotorodha. Шроташодхана еще можно достичь другой процедурой, которая зовется дханьямладхара. Можно проливать все тело либо рисовым уксусом, либо в аюрведе есть уже готовая форма, которая схожа с рисовым уксусом, это дханьямла. И вот благодаря такому проливанию терапевтическому тоже можно очистить канал. Generally, this liquid should have the qualities like Ujna, Tikshna, Sukshma, which is and deep, and have to make subtle changes. То есть такая жидкость, которая используется для данной процедуры, должна обладать качествами ушна, тикшна, сукшма, проникающими и обладающими свойствами тонких изменений, то есть изменений на тонком уровне. When we are using this type of liquid, aspiration, to dilate our channels, so this also help the channels to perform, Shrotas to perform better.
Такие процедуры запускают потоотделение, соответственно, расширение сосудов, что открывает шротас и помогает им лучше осуществлять свой функционал. But there are also some challenges in these therapies. Но есть и некоторые трудности, которые можно встретить на пути, проводя эти процедуры. We may have to be very careful choosing this material, but because many times some material may have some allergic issues in different people. Важно корректно подобрать субстанции, с которыми вы будете проводить данные процедуры, поскольку иногда они могут спровоцировать аллергические кожные For реакции. example, when we are doing udvartana to some people, then after the therapy, some may have severe itching, feeling like an urticaria, like things in the body. После удвартаны у некоторых может быть сильный зуд или даже крапивница. Many people may have difficulties when we do a rubbing or frictional massage. They'll say, I don't feel very comfortable. I have some pain in my body. So please don't do any rubbing. Иногда, проводя удвартану, у пациентов из-за слишком нежной кожи тоже могут возникнуть дискомфортные ощущения, то есть это по сути схоже со скрабированием, поэтому лучше не настаивать на этой процедуре, если у пациента чувствительная There кожа. is a traditional practice in south of India that people take turmeric powder, especially women. They will do this therapy, turmeric powder massage all over the body, said to be very, very, very good for their skin. На юге Индии есть традиция делать такой массаж с куркумой, с порошком куркумы. Особенно увлекаются этим женщины, наносят порошок куркумы по всему телу. Считается, что это очень полезно для состояния They кожи. will take turmeric powder, they will add milk, they will make a paste, and they will do apply all over the body. And after some time, they'll take bath. Смешивают порошок куркумы с молоком, добиваются пастообразного состояния и потом наносят данную смесь на все тело, оставляют на некоторое время и спустя принимают душ или ванну, смывая Turmeric состав. is said to be very powerful in cleaning, so it have capacity to do Srotorodha. Куркума, кстати, также достаточно эффективна в очистке шротас. Males, they will do with ash powder. You know the ash, in the temples you get the, I don't know what. It's like, when you travel in India, if you go to Lord Shiva temple, you get powder, Мгм, like a white powder. It's an ash. мгм. Such ash powder is also used for this type of frictional massage. Very, very good in cleaning the Shrotas. И мужчины, например, используют золу. Например, когда в индийские храмы входишь, то очень много стоит разной золы, которая образуется после сжигания растений, но вот доктор не конкретизирует, каких растений. И вот мужчины используют именно золу для таких массажей. Another one is the Shrotas with the steam bath, Svedana, different type of Svedana. Еще один способ очистки шротас – это сведана, то есть пропотевание. Of course, this is a very popular method, steam bath. I think you people are much more better than us because you have so many type of sauna bath, so many type of steam bath. Очень популярный способ очистки шротас, и для вас, говорит доктор, наверняка этот способ будет самый удобоваримый. Мы уж точно любители бань, саун, паровых бань. Of course, in Ayurveda, we use different herbs, decoction, we make decoction, and the steam of that decoction, like Dashamula decoction, like Triphala decoctions, we use different decoctions to get steam out of that and we use it. Мы в аюрведе, конечно же, применяем еще и терапевтические растения. Это может быть отвар дашамулы или трипхалы. И вот пропотевание с ними как раз оказывает терапевтический эффект на шротас.
Even though it is one of the very good therapy of Svedana for sure, it cleansing the Shrotas, but it doesn't have that much capacity of Amapachana. It doesn't have the capacity much to push the Ama. Несмотря на то, что это один из, в принципе, неплохих и доступных методов для очистки шротас, однако он не настолько эффективный в сжигании амы. Скорее, он ее будет стараться мобилизировать, но именно сжечь, именно осуществить амапачана, такой способности у Сведаны нет. So because of that, suppose if you do some steam bath, sometime you have mobilization of the dosha and your existing condition may worsen because doshas will be reaching some site of elimination. Поэтому представьте, иногда, проводя Сведану, вы мобилизируете дисбалансированные доши, и в таком состоянии их после процедуры и оставляете. То есть они вроде как мобилизируются, скапливаются для выведения, а дальше ничего не происходит с For ними. example, you received some steam bath and you start getting headache because the mobilized doshas are coming nearby eyes, nose, and this area and creating headache. Бывает так, что после саун, бань или паровых бань развивается или появляется головная боль. Это неудивительно, потому что доши смобилизировались и накопились в местах выхода, вокруг глаз, носа, So например. now you are really fit for nasya, but if you are not doing it, then it's a problem. То есть в этот момент вы подготовились к насия. Но если вы ее не проводите, вот тогда это проблема, и состояние текущее может ухудшиться. Another therapy is the kayaseka or it's called physical. That means whole body is poured with warm oil. Еще одна процедура для очистки шротас – каясека или пижичил, проливание всего тела теплым маслом. This is also a wonderful therapy for Srotorodha, but you also have some challenges during this therapy. Прекрасная процедура для очистки шротас, но тоже, которая влечет за собой несколько So проблем. you have to choose ideal oil according to the prakriti, vikriti, etc. Важно подобрать идеально масло в соответствии с пракрити You have to и be very викрити. careful about the ama status. If there is already ama is there, then we cannot do that. Важно быть осторожными с амой. Если ама присутствует в организме, то каясека или пижичил Even though it is a противопоказаны. hot oil, the oil may have some capacity to burn ama, but still it has a tendency to increase ama. Несмотря на то, что масла используются горячие, теплые, у процедуры действительно есть несколько возможностей для того, чтобы сжечь аму, но даже больше шансов есть ее So I can say увеличить. that when we need to do Srotorodha, where vata is aggravated, then this is better. То есть, когда рекомендована данная процедура? Если необходимо шрота-шодхана на фоне дисбалансированной ваты, тогда вы можете выбирать Where данную if there процедуру. is too much of kapha and pitta, then this therapy is not so good. Если слишком много капхи или питы, то каясека будет нежелательно. Then of course, the most important thing is for the Srotorodha is whenever there is a possibility, then let us plan for panchakarma. И, безусловно, лучше для очистки шротас, когда это возможно, да, и есть такая опция, то это спланировать процедуры Like панчакармы. people can do a very simple way. For example, when you are cleaning your tongue in the morning, if you find a nausea sensation or if you find too much of mucus, then take 1 or 2 glass of salt water and you vomit it off. Мгм. Можно провести в домашних условиях, на самом деле, очень простую процедуру. При чистке языка с утра
Если вы чувствуете позывы тошноты или отходит слизь при чистке языка, что можно сделать в этот момент? Принять 1-2 стакана подсоленной воды и индуцировать рвоту. So this is a very effective therapy that mucus cleans from the gut. So you have a Srotorodha. Очень эффективная процедура для домашних условий, когда накапливается слишком много слизи в кишечнике, в желудке. Тем самым мы избавляемся от нее и проводим If your шроташотху. upper respiratory tract, you feel it's not so patent or clear, you take anutaila or even plain sesame oil, put it few drops in the nose. Nasya, very excellent for Srodoshodhana. Если чувствуете, что респираторный тракт как будто бы работает не совсем корректно, перегружен, то можно использовать пару капель анутайла или чистое кунжутное масло в нос в качестве насия процедуры. If you feel your stomach is bloated, if you feel you have flatulence, you take some triphala in a higher dose and have a mild virechana. Мгм. Например, вздутие живота присутствует, повышенное газообразование. Тогда что можно сделать? Принять трипхалу в чуть повышенной дозировке и провести легкую веречную, то есть легкое послабляющее действие оказать. So in this way, it will be very interesting for all of you to hear very detailed lessons on Agni, Ama, and Shrotas in the educational program, and I welcome you all to join that. Именно поэтому существует очень много разных способов для очистки шротас, о которых мы говорим на наших занятиях в перспективе курса. И для того, чтобы детальные подробности выяснить, да, я всех вас приглашаю присоединиться к нашему курсу. Myself and говорит Devi will доктор. be speaking detailedly about Agni, Ama, also Shrotas, all these 13 types of Shrotas. Individually, what happens what are the reason to be get vitiated of the Shrotas, what will be the symptoms, and how to manage, etc. Я и доктор Дэви будем детально говорить об Агни. Да, сначала это теоретические занятия, потом практические. Об Аме то же самое. А Шротас мы разбираем каждую Шротас отдельно. Мы говорим причины, по которым данные Шротасы могут дисбалансироваться или неправильно, некорректно работать. Мы говорим про симптоматику вот этих некорректно работающих шротас, и в том числе проговариваем различные процедуры, терапии, растительные терапии, в том числе для очистки и коррекции Okay, now шротас. we'll look into the question answers, and there is a first question that is it true that chocolate will be contaminated with Shrotas? Actually, any material that is very guru heavy, if they are very stira, very stable, very pichila, this type of quality has a high possibility to get disturbed in a Shrotas. Мгм. Давайте ответим на вопросы, которые поступили во время вебинара. Правда ли, что шоколад засоряет шротас? На самом деле любой продукт, который обладает качествами гуру, стхира, то есть тяжелые, такие стабильные, устойчивые, пичела, будут иметь тенденцию к закупорке, да, So шротас. if you are taking these type of things, make sure that Agni is very strong, Shrotas are performing well, otherwise it may get disturbed. То есть добровольно потребляя подобную пищу, будьте уверены хотя бы, что Агни у вас сильный, способный это переварить, и шротас чистые. The next question is what exactly are the Shrotas
that ama and vitiated dosas used to reach the stomach during purification. During the purification, through Shrotasas, things will travel, the eliminative content will travel from the site of problems to the site of elimination. Мгм. Что это именно за шротас, через которые ама и дисбалансированные доши проходят, достигая желудка во время очищения? Это те шротас, которые соединяют место накопления испорченных компонентов и место выведения. All the Shrotas are directly or indirectly connected to the gut. So that whenever there is a need of purification, there will be always rushing of things from that periphery to the center. Мгм. Так или иначе, все шротас напрямую или косвенно связаны с кишечником, поэтому каждый раз, когда необходимо очищение, будет тенденция сбора всех искаженных материалов с периферии к центру. But important thing is that mobilizing things are not only enough to get the channel clean, because there may be adhesion of ama, there may be some clogging of ama, there may be a hidden ama. So there are other things will be there in the shrotas, which also produce problem. Но на самом деле важно не только мобилизировать доши, этого будет недостаточно. Бывает так, что ама прилипает к шротас, ама закупоривает шротас, где-то есть скрытая ама, которая углубилась. This is a very interesting question. Which food products are better for cleaning and which one clog the shrotas? As I told you before, we should take food of all varieties, but at the same time, our body should be nurtured properly in such a way that there is be a strong agni should be there. Какие продукты питания лучше очищают, а какие больше засоряют шротас? Про те, которые засоряют, мы с вами поговорили, какими они качествами обладают. Что касается в целом, вы можете употреблять что угодно, любые продукты, но при этом ваш организм должен быть обеспечен сильным, стабильным агни. For example, I want to take a certain type of food. If that food is very much kapha increasing, very heavy in digestion, I need my agni should be very, very strong. Whereas if I'm taking a very light food where my agni is not stronger, also no problem. So it's not only the food material what we consume is important, what we get digested in a period of time is also very crucial. То есть, если я хочу съесть что-то очень увеличивающее капху, что-то очень тяжелое, я должен быть уверен, что мой агни с этим справится. В то же самое время, если я знаю, что у меня с агни все не очень хорошо, не в порядке, при этом я буду питаться легкой пищей, возможно, проблем я не спровоцирую. То есть не столько само качество пищи важно, сколько то, как мы ее переварим, то есть переваренная часть ее. Whatever the material we consume, our agni will make a continuous effort to convert that into an homogeneous form, and it will be distributed all over the body.
Чтобы мы не съели, чтобы мы не употребили, наш Агни будет постоянно стараться превратить эту субстанцию в гомогенизированную форму и распределить по So Agni организму. decides whether channel has to be good or not. То есть это Агни определяет, какой должен быть канал и в каком он состоянии находится, чтобы распределить это гомогенизированное вещество. Another question: what is the best time of the day or year to perform Shrotas cleaning procedure? It depends upon what type of problem you have. For example, if it is a very ama dominant situation, then winter could be a better time where you already have high ama due to the season, so you clean that time is a better one. Какое лучшее время дня и года для проведения процедуры очистки Шротас? В зависимости от той проблемы, которую вы стараетесь решить. Если вы пытаетесь вывести аму, то лучше будет период зимы, когда и так идет накопление амы, соответственно, в данный период будет лучше всего ее выводить. Any cleansing procedures in Ayurveda are done in the morning, like we give medicine for relaxation in the morning, we do vamana in the morning. So morning hours are better than any hours in a day. Утренние часы в аюрведе считаются лучшими, идеальными для проведения очищающих процедур. Послабление кишечника, очищение кишечника делается с утра, вамана проводится с утра. Another question is how to properly burn ama after a bath. Okay, after a bath, bathing itself is good to increase Agni. But if you have ama, then you have to take some medicines like, as I told, trikatu or these type of things to burn ama. Как правильно сжигать аму после бани? То есть баня хорошенько или сауна, что угодно, хорошенько усиливает Агни, а для того, чтобы сжечь аму, можно добавить терапевтические средства, которые мы сегодня на занятии упоминали. Трикату среди них. Next question is not very clear to me. Can you translate that Elena's question? What actions can block the channels, the Shrotas, Okay. if it's possible at all, or only substance that we intake can clog it? No. Actions also. When we are depressed mentally, Actions yes, also. when we are depressed mentally, Mhm. then there is a slowdown of Shrotas happens. When it's not only food, our activity, our thought, our mood, everything has influence on the Shrotas. So it's basically more Yes, mental even the sleep. activity, right? For example, we are sleeping, then Shrotas will have, for example, if you are sleeping in the daytime, the Shrotas will get clogged a little more. Какие действия больше всего забивают Шротас? Депрессивные состояния замедляют работу Шротас, повышенная мыслительная активность, подавленное настроение. То есть это не только пища, которая сбивает Шротас, а дневной сон тоже закупоривает Шротас. Again, can Abhinga be done in the presence of ama? Generally not, but specifically yes. Абхьянгу при наличии амы можно делать? В общем, нельзя, но в специфических There are случаях specific можно. situations, even though there is a presence of ama, you choose an appropriate oil, which is tikshna, ushna type of oil, then you can do it, no problem. Бывают специальные, особые ситуации, при которых назначают абхьянгу, и при наличии амы только важно подобрать корректное масло, которое обладает тикшна, ушна Like свойствами. oils like cotton chukadi oil
is very famous oil for burning ama itself. Например, такое масло, как катамчукади, оно знаменито как раз-таки тем, что может сжигать аму. There is also a question about can Abhyangan Svedana mobilizes ama in such a way that its independent excretion through the intestines begins in the form of loosening stools. What preparation is needed to prevent this form happening in very pronounced form? This is a case of my patient according to Prakriti Vata Kapha Vikriti Pitta. The problem is that when you have a Vikriti and Pitta, whenever there is a mobilized ama, once it reaches to the gut, don't allow that things to keep it in the stomach. Let it go. Следующий вопрос. Может ли Абхьянга и Сведана мобилизовать так аму, что начинается ее самостоятельное выведение через кишечник в виде послабления стула? Какая нужна подготовка, чтобы так не произошло в выраженной форме? Был у моего пациента Пракрити Вата Капха, Викрити Питта. Это все зависит от Викрити. С Викрити Питта мобилизированная ама в кишечнике не должна оставаться. Позвольте ей выйти. So, when you do Abhyanga Sveda, there is a mobilization of ama. Things from the Shrotas reach into the intestines or the stomach. From there, we should not allow that material to stay there. If it stay there, that itself will create disease. Мы проводим абхьянгу, сведану, мобилизировали аму. Она пришла в кишечник или в целом в желудочно-кишечный тракт, и там ей нельзя задерживаться. Ее нужно выйти или позволить ей выйти самостоятельно. Иначе мы тем самым провоцируем еще большее развитие болезни. Let the person have loose bowel, no problem. Because that material, let it go, and once that loose bowel multiple times finishes, body will stop it by itself. Начался жидкий стул, ничего страшного, пусть это пройдет несколько раз, несколько позывов к дефекации. Как только человек освободится от этой амы, она сама выйдет, все прекратится само собой. The another question is it necessary to exclude meat from the diet during cleansing process? No. Нужно ли исключать? Because it is a wrong perception that if you want to follow Ayurveda, you want to become vegetarian. There are so many things in Ayurveda related to Indian geographical, social, cultural background, because it is developed here. But when you go deep into the text, you will be able to know the principles of it. Then you realize that, okay, avoiding meat or avoiding things are not important. Avoiding certain set of guna, that is important. Нужно ли исключать мясо из рациона на период проведения очистительных процедур? Нет, не обязательно. Это вообще в корне неверное представление об аюрведе, что аюрведа равно вегетарианство. Безусловно, очень много просто связано с происхождением географическим аюрведы, поскольку это индийский регион и социокультурное влияние, безусловно, есть. Однако, углубляясь в тексты классические, вы найдете, что не столько важно исключать какие-то определенные продукты питания из рациона. И мясо – это вообще не самое главное. Исключать или включать его – это ваше право. Мы отталкиваемся исключительно от гун, которые мы исключаем. But generally when people teach us Ayurveda, unfortunately, I should say unfortunately, many things comes from the Indian cultural, social and food culture. It happens. But when we go very deep, we realize the principle, why they have been told like this. Then we realize it's not a matter of meat. It's a matter of things that really develop blockage, clogging. Things has to be avoided. И когда
обучают аюрведе. Я должен признать, что, к сожалению, действительно, к сожалению, очень многое притягивают из этих социокультурных особенностей пищевой культуры. Но погружаясь в принципы аюрведы, мы понимаем прекрасно, что дело не в употреблении или отказе от мяса. Есть определенные свойства и качества, которые провоцируют закупорку Another каналов. question is it blood too thick? Is it also clogging Shrotas? Yes. It is also true that when the thickness of the blood increases, it also not very good. Слишком густая кровь, тоже засоренный шротас, да, считается так. И слишком густая кровь – это тоже не благоприятный показатель. In my opinion, two things are very important. You know, there is a question called after COVID, everyone has a sign of thick blood. What do you recommend people to do? Two things. One thing is to have a mild virechana. Once in a month, you make a mild virechana, which helps to clean the blood. И следом идет вопрос, что после ковида почти у всех есть признаки густой крови. Что посоветуете делать в плане ее разжижения и очищения? С моей точки зрения, я бы посоветовал две опции. Первая – это легкая веречина раз в месяц. Она как раз-таки помогает очистить кровь. And maybe as in Russia, you also have very familiar with hirdotherapy or the Raktamokshana. Maybe that also may bring wonderful result because Raktamokshana have a strong capacity to purify blood and have a better cleansing of it. И наверняка и вы в России, говорит доктор, знаете популярности герудотерапии или рактамокшина, как она называется в аюрведе. Тоже у этой процедуры есть отличная способность очищать кровь. I think we are finished all the questions. Yes, thank you so much, Dr. Nambi, for thank your you all the time. participants and looking forward to see you all in the program of the Agni Shrotas, and best wishes for all of you. И мы закончили, ответили на все вопросы. Наша лекция подошла к завершению. И еще раз бы хотелось поблагодарить вас всех за внимание и пригласить на полноценный курс Агни Шротас, который состоит из 6 видеоуроков и 2 лекций, где мы встречаемся с экспертами для ответов на ваши вопросы. Курс стартует уже 28 июня. Присоединяйтесь, будет достаточно интересно, полезно. Еще раз всех благодарим за внимание и намасте. Thank you so much, Dr. Nambi, once again. Thank you, Valeria, for wonderful translation again. My pleasure, as always. До свидания.